Геноцид красных кхмеров. Многие из вас слышали про Пол Пота, про то, что происходило в Камбодже. Кто-то, правда, не слышал. Я про Пол Пота пока не дозрела до большого видео, честно вам признаюсь. Но я нашла очень интересные документы в историческом сообществе здесь, в Камбодже. На русский язык их ни разу не переводили, то есть они есть переводы уже на английский язык. Это воспоминания. Воспоминания выживших, которые прошли весь этот ад, почти полных 4 года. Вы на канале Галя из Камбоджи. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях, пожалуйста, что вы об этом всем думаете. И, конечно, мне от вас нужна обратная связь, потому что такой формат видео я только планирую делать. Как вам заходит, интересно ли такое слушать? И вообще все ваши идеи приветствуются. Я Галя, поехали. Итак, сегодня я прочитаю воспоминания одного из выживших, который прошел все 4 года правления Пол Пота, был в лагере. Я зачитаю полностью. Звали этого человека Менг Ченг, и тогда он работал администратором в аэропорту Пномпеня в столице Камбоджи. Вот я нашла его письмо, хочу зачитать вам его полностью. Итак, вот его письмо, воспоминания. Мне очень повезло остаться в живых во время правления красных кхмеров. Моя мама и 5 из 8 детей в нашей семье погибли, а я выжил. Саврав Анка, Анка — это партия красных кхмеров, она так называлась. Соврав Анка, что я работаю водителем велорикши. Меня звали Мэн Чхэнг. Имя китайское. Из-за этого было трудно устроиться на работу. Поэтому я еще до прихода красных кхмеров сменил имя на Кеа Соти. В 1970 году я женился, и мы с женой жили возле аэропорта Пачентонг под Пномпенем. Вскоре устроились туда работать. Я следил за грузами и людьми, а в свободное время учил французский, чтобы понимать пилотов-лаосцев. В те годы дороги и реки стали слишком опасны. Всюду шли бои и бомбежки. Кто мог себе позволить, летал самолетами. 17 апреля 1975 года я как раз улетел в Кампонг-Чнанг, а назад нас уже не пустили. Самолет не дали поднять в воздух. Лаосские пилоты уговаривали лететь с ними домой, но я отказался, хотел вернуться в Кандаль. Я знал, что в стране все рушится, и мы с женой уже обсуждали это. Софани, моя жена, ушла раньше меня. Она несла на руках сына, но малыш умер по дороге от жары и голода. Я встретился с ней лишь через месяц, но нас тут же переселили в Батамбанг. Там, когда спрашивали, кем я был, я говорил: водитель велосипеда, велорикша. В кооперативе жизнь была ужасная. Местные ели рис каждый день и работали не так тяжело. А нам доставалась только жидкая похлебка, и то по праздникам. Семьи разделяли, жену я почти не видел. Начальник кооператива был зверь, брал девушек и насиловал, убивал. Я видел, как он изнасиловал молодую женщину, и сразу после этого убил ее. Говорили даже, что он ел человеческие органы. Мой брат Чун был умным, образованным человеком, знал языки, учился за границей, работал управляющим аэропорта. Он помогал и нам, и сестрам, но и его семья не спаслась. Вот в Батамбанге кто-то донес, что он был подполковником. Первый раз он пытался бежать, поймали, второй раз тоже. Тогда его наказали. Велели наполнить водой огромный кувшин за 1 день, но он не справился, был слишком слабый. Его убили рядом с этим кувшином. Его жену тоже убили, она украла немного риса. Потом в 1978 году от голода умерла мама и еще 1 брат. В январе 1979-го наш начальник вдруг собрал всех и сказал: «Скоро будет мир, я ухожу». Через пару дней началась стрельба. Мимо пронеслись машины с красными кхмерами.
У меня был спрятан радиоприемник. Я включил его и услышал «Страну скоро освободят». Мы с женой пошли обратно в Пномпень. Из всей нашей семьи выжили только я и 2 сестры. Позже я узнал, что 3 детей Чуна остались живы. Я нашел их и с тех пор забочусь о них. Честно сказать, у меня мурашки бегут, вот когда я прочитала, извините, туристам рассказываю про Пол Пота, но, знаете, это как-то вот исторические данные все, они как-то мимо меня проходят, ну, потому что это каждый день у нас туристы часто приезжают в сезон, каждый день я работаю, каждый день историю рассказываю, но это история реального человека, и она прям за живое меня задела. Я хочу некоторые комментарии вставить для того, чтобы вы понимали, о чем он говорит. Вот прямо сначала пробегу. Он работал в аэропорту. Что это значит? Во времена Красных Khmerов вообще Пол Пот считал всех образованных людей врагами. Первых, кого он убивал, это учителя, врачи и все люди, которые даже умели читать и писать, но там до такого абсурда доходило, что люди, которые рубашки носили, тоже уже на всякий случай их приговаривали к смерти просто за то, что они выглядели как интеллигенция. Все люди в городах, они считались людьми 3-го сорта. И их насильно, естественно, переселяли вот в деревни. И поэтому он и пишет, да, что местные ели рис, а нам доставалось иногда, потому что городские вот эти люди, они как раз, отбросы самое общество. Чем ты более деревня, чем ты более неграмотный, деревня в кавычках я имею в виду, то тем ты был тогда привилегированный. Он соврал, что он работал велорикшей. Многие действительно врали и скрывали, что они работали на каких-то других должностях, что они учились, потому что это сразу расстрел. А он еще и французский учит. Вообще шансов 0. В те годы дороги и реки стали слишком опасны, всюду шли бои и бомбежки. Это были, конечно, события, которые к этому привели. И они не в одно даже десятилетие случились. Это тоже нужно окунаться в историю. Я сейчас не буду это рассказывать, но просто имейте в виду, что это не вот так вот произошло. Он говорит: Софоня, моя жена, ушла раньше меня. Она несла на руках сына, но малыш умер по дороге. Что такое ушла? 17 апреля произошел переворот, и всех людей из города начали гнать в лагеря, да, и в деревне. То есть города опустели за 72 часа. И она реально шла. То есть их гнали всех пешком. Люди взяли с собой все, что могли унести на себе, и это был примерно массовое 2-недельное перемещение. Апрель – самый жаркий месяц в году. На улице тогда было под 50 градусов. То есть первая часть людей, большая достаточно, умерла по этой дороге первые 2 недели, потому что еду не давали, шли под дулами автоматов. Люди, конечно, недоумевали, что происходит, они не догадывались, по дороге, наверное, догадались. Но, тем не менее, вот самые слабые, естественный отбор, да, это пожилые люди, они нафиг не нужны были Пол Поту, потому что работать могли плохо, и слабые дети тоже особо не нужны, хотя дети очень нужны. Армия Красных Khmerов – это армия подростков. И они реально шли, и вот ребенок у них не донесла она его, потому что он умер от жары и голода. Семьи разделяли, жену я почти не видел. Жили в бараках мужские, женские. Кто уже выходил, скажем так, на доверие, да, и признавал Красных Khmerов, Пол Пота, был преданным, тем, уже внутри, да, это местечковая история, тем разрешалось жить вместе. Ну, вот я тоже знаю одну историю, когда это дома на сваях, и вот ходил патрульный, и сваи, да, вот они наверху, а он внизу. И нельзя было разговаривать после отбоя, даже в семье внутри. И если он слышал шепот какой-то, то стрелял снизу. Такие вот тоже были дела.
Начальник кооператива был зверь. Говорили даже, что он ел человеческие органы. Вот это вот вообще меня... Я не первый раз это слышу. У меня есть здесь друзья, лично я их знаю, может быть, дорасту до интервью и возьму, которые прошли весь этот ад. И вот один из этих людей, он уже в возрасте человек, он рассказывал про то, что в наказание заставляли съесть печень родственника или друга, то есть предателя, да, там разные. Вот про печень я очень много слышала, действительно был голод жуткий, есть было нечего, и за то, что вы сорвали банан, отрубали руку, поэтому ну, до такого доходило, но в данном конкретном случае начальник кооператива это скорее какая-то другая у него, другая цель была. Мой брат Чун был умным, образованным человеком. Ну и вот его, собственно, и сдали. И умер он. Да, его убили. И когда всех освободили в 79-м, люди опять же пешком возвращались в свои дома. Очень мало было народу тогда в Пномпене, потому что большая часть людей либо не вернулись, либо не в состоянии были, очень слабые были, да, дойти пешком до Пномпеня потихоньку, в течение нескольких лет. Есть фильмы документальные, можете найти их, вот, с 80-го, 79-го и 80-го года, и потом уже, по-моему, 85-го. Наш советский корреспондент сюда прилетал, снимал фильмы. Вот тот, который 79-го или 80-го года, это просто ад такой смотреть. Это очень жутко, какие там глаза у людей. Это просто такая пустота внутри. И потом уже через несколько лет, я могу наврать годами, через несколько лет он уже приехал, и там совсем другая ситуация. То есть там совсем уже надежда есть в глазах, есть будущее, совсем все по-другому ощущается. Да, конечно, для меня лично оказалось читать реальные воспоминания несколько сложнее, но у меня их еще порядка 10 штук. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько интересно вам было прослушать такие настоящие истории. И вообще пишите, что вы про все это думаете. И я считаю, что чтобы не повторялась история, о ней должны помнить, про это должны знать. Повторяется все, когда забывается предыдущий опыт. Поэтому мне кажется, что это важно рассказывать. Подписывайтесь на канал Галя из Камбоджи. Я буду рассказывать не только про полезные вещи, но и вот такие исторические части тоже буду включать в свой канал. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии. Пока.